Всем привет, меня зовут Юра, а это, как тебя зовут? Степа. А это Степа, это наш любитель запеканочек. И сегодня как раз, как вы понимаете, мы будем и готовить эту самую запеканку. Очень вкусную, очень классную, воздушную, в общем, запеканку. Давайте пробежимся по ингредиентам. Здесь все очень просто. Во-первых, это творог. 3 пачки творога по 180 граммов. Выбирайте, какой вам нравится. Главное, 9%. Вот у нас тут 2 яйца. У нас будет ванильная запеканка. Вот у меня есть стручок ванили. Вы можете взять цедру лимона, апельсина, лайма, экстракт ванили, в общем, что хотите. Это манка. Здесь у меня 100 граммов манки. Здесь у меня 100 граммов сахара. Также у меня есть еще 50 граммов сахара. Есть 3 грамма соли. Здесь у меня белок из 3 яиц первой категории, значит 100 граммов белка, стакан молока, 250 граммов молока. Если вы хотите сделать вашу запеканку пожирнее, то я бы вам посоветовал половину пачки творога заменить на сметану. Взять 90 граммов сметаны, а пол пачки творога убрать. Тогда у вас будет более жирная такая запеканочка. Но мне нравится вот такая. И поверьте мне, попробуйте такую. Она более нежная, такая, не такая тяжелая. Итак, как же мы будем ее делать? На самом деле технология приготовления достаточно проста, но требует некоторого внимания. Нам для первого этапа нам потребуется блендер. Вот у меня есть вот такой блендер. Если у вас есть погружной, но нет такого, используйте погружной блендер. Это миксер, да. Еще нам потребуется миксер. Но можно взять погружной блендер с насадкой венчик, тоже очень хорошо подходит. Еще очень классно, если у вас есть чашка с ножами внутри нее, это тоже прям отлично. Итак, как мы делаем? Для начала нам нужно приготовить основу для нашей запеканки. Основа будет состоять из творога. Давай, Степ, ты пока разворачивай творог. Давай, разворачивай и давай его мне. Вот, творог мы отправляем в наш блендер. Весь. Давай, спасибо. Молодец, молодец. Давай, разворачивай следующий. Оп. Это сразу сюда. Хорошо получается разворачивать творог. Давай, все, спасибо тебе огромное. Об стол не надо было вытирать. Это же не грязюка, это же творог. Давай, Степ, залезай, нужно высыпать туда сахар, соль. Давай, залезай. А мы пока отправим половину молока. Будем его постепенно туда заливать. Молодец, умница. Давай постучим. Все высыпалось? Все высыпалось. Вот это тоже возьми соль. Соль тоже сразу отправляем сюда. Давай. Высыпай. Молодец. Молодец. Давай чуть-чуть постучим. Вот так. Также мы сюда отправляем стручок ванили, который мы должны сейчас будем вскрыть. Мы его разрезаем пополам. Так. И тупой стороной ножа будем выскребать отсюда семечки. Где разрез? Вот разрез. Оп, раз. И теперь отправили туда нашу ваниль. На, понюхай, Степ, как пахнет. Ванильно. Ванильно, да. Молодец. Степа уже знает. Итак, смотри, Степа, что мы делаем. Сейчас начинаем готовить нашу базу. Базу. Включаем. И потихонечку начинаем все это пробивать. Как только наша масса начинает смешиваться, мы это делаем специально постепенно, чтобы исключить образование комочков. Мы сюда можем доливать молоко по чуть-чуть. Доливаем. Теперь можно сюда добавить яйца.
Надо разбить яйца, да. На, давай. Давай вместе с тобой. Давай. Вот, молодец. Молодец. Получилось. И следом мы отправляем манку. Пока наша эта масса сама по себе там прекрасно взбивается, мы займемся созданием воздушности. Да? Давай, Степ, возьми белки и выливай их ко мне сюда, в дежу. Молодец. И теперь ставим в миксер. Осторожно, пальцы сюда не вставляй. Итак, сейчас мы взбиваем. Как только наши белки начнут пениться, мы начнем добавлять туда сахар. Сразу же подготавливаем форму. Я ее выстилал фольгой и борта закрыл пергаментом. Смазал маслом. Вот у нас белки начали пениться. Можем добавлять сюда сахар. Частями добавим. Сначала половину. Добавляем последнюю часть сахара. Наша задача не перебить белок. Он должен быть легкий, воздушный. Если мы его перебьем, нам будет потом тяжело смешивать, и во время смешивания масса упадет, и у нас ничего не получится. Ввели последнюю часть сахара. Давай, слезай ко мне сюда. Давай вот так вот, наш самый главный кулинар. Итак, мы берем нашу базу запеканочную. О. И переливаем ее в миску. Но его пока нельзя есть. Конечно, там же яйца сырые. Перед тем, как добавлять белки, мы их еще чуть-чуть взобьем. Буквально 10 секунд. Просто, чтобы они стали постабильнее. Все. Теперь вот белки должны быть вот такие. Вот они. Они не взбиты. Ну, они взбиты, но такая масса полувзбитая, как мы говорим. Мягкие пики. Все. Теперь мы добавляем весь наш белок к нашей массе запеканочной. И аккуратненько перемешиваем, стараясь избегать чрезмерного оседания белков. Теперь отпекать мы будем на водяной бане, поэтому мы сейчас должны вскипятить воды. Нам понадобится решетка. На решетку мы поставим нашу форму для запеканки. В печи у меня уже стоит противень. Температура у нас будет 150 градусов. Мы будем ее запекать при этой температуре минут, наверное, 40-час. И потом мы поднимем температуру до 200 еще на 5 минут, просто чтобы получить красивую корочку, красивый колер. Сейчас у нас закипает вода. Все, вода у нас закипела. Мы ее сразу же заливаем в печь. Водяная баня нам нужна для того, чтобы наша запеканка медленно, аккуратно поднималась, и в процессе подъема бы манка, которая есть внутри, набухала и держала бы потом нашу форму. Если мы будем запекать при более высокой температуре, то мы добьемся очень резкого подъема, но мы не успеем схватить нашу структуру. Все, и теперь мы нашу массу выкладываем в форму. Осторожно. И отправляем это все дело в печь. 150 градусов. Желательно без конвекции.
Аккуратно, аккуратно. Все. Ну что, прошло 55 минут. Я увеличивал время. Сейчас я вам покажу, как мы проверяем запеканку. Мы должны ее прежде всего вытащить сейчас из печи. Но она еще не готова. Вытаскиваем. Осторожненько. Да, проверяем мы ее, протыкаем зубочисткой, вынимаем зубочистку, зубочистка сухая, запеканка, значит, у нас готова. Итак, сейчас мы должны вытащить оттуда водяную баню, она нам больше не понадобится. Теперь, осторожно, чтобы горячо. Теперь мы включаем печь на 200 градусов, теперь мы включаем в ней конвекцию, просто мы хотим, чтобы запеканочка наша покрылась красивым колером, поэтому сейчас она набирает до 200. И мы запеканку отправляем туда-обратно еще минут, наверное, на 6-10. Но все зависит от духовки. Просто ждем, чтобы она покрылась красивым колером. Вот прошли 6 минут при 200 градусах. Она очень красиво подрумянилась. Теперь мы ей должны дать остыть. Пускай она... Не трогай, Степ, очень горячо. Не трогай. Пускай она остывает. Пахнет она вообще просто восхитительно. Ванильная такая, очень творожная. Поэтому дождитесь, пока она остынет. Не нужно торопиться ее есть. И приятного аппетита.